Глава 55. Сэлянь, не зная, как реагировать, ужасно разволновался и попытался объясниться. Ваше превосходительство, вы, возможно, отчасти неправильно поняли. В действительности он хотел было объяснить, что Хуа Чен явился за ним вовсе не для того, чтобы призвать к ответу за поджог Дома Блаженства, но Ши Цинсюань вдруг бросил на него многозначительный взгляд, будто намекая, чтобы принц замолчал. Да и Хуа Чен не стал опровергать речи повелителя ветров, только поддержал. Вы еще не рачитались со мной за то, что Цзюнь внедрил своего лазутчика в ряды моих подчиненных. Чем будете за эту провинность расплачиваться? Сэлянь все понял. Ши Цинсюань прекрасно видел, что Хуа Чен не преследовал дурных намерений, но на публику нужно было сыграть, будто бы Хуа Чен ворвался в столицу бессмертных, чтобы взыскать с небожителей долги. Обставив сложившуюся ситуацию таким образом, можно избежать разговоров о том, что принц преднамеренно сбежал из чертогов верхних небес. Хуа Чен понял замысел повелителя ветров и тут же подыграл ему. Однако Сэлянь не хотел выставлять его виноватым, и потому вмешался. Ну все, заканчивайте спектакль. Он явился в столицу бессмертных, чтобы спасти меня. Сань Лан сделал это из добрых побуждений, к чему излишнее притворство. Ши Цинсюань же ответил: никаких спектаклей, я уже отправил наш разговор в сеть духовного общения. Это вы как раз не понимаете, слухи и пересуды в конце концов превратят любые добрые намерения в недобрые, так не лучше ли сразу объявить их дурными? Хуа Чен приподнял бровь. А ты понятливый. Ши Цинсюань, вполне довольный собой, ответил. А как же, иначе моему превосходительству в чертогах верхних небес пришлось бы туго. Генерал Наньян, опустите лук. Однако Фэн Синь по-прежнему держал тетиву натянутой на 7 фэней, молчал и почти не дышал, готовый к выстрелу. Ши Цинсюань хлопнул его по плечу. Опустите оружие, они хорошие приятели, здесь нет никакого злого умысла. Фэн Синь мрачно предостерег. Ваше Высочество, рядом с вами находится непревзойденный, видя, что тот по-прежнему полон враждебности и не собирается опускать лук. Ши Цинсюань тяжко вздохнул и внезапно толкнулся в его плечо. В тот же миг на лице Фэн Синя отразился в 10 000 раз более неописуемый ужас, чем если бы он увидел самое страшное привидение. Небожитель громко заголосил, луч духовной силы в его правой руке мгновенно испарился, намерение сражаться потерпело полнейший крах. Он с побледневшим как у тяжело раненого лицом разразился бранной тирадой, а когда поток ругательств иссяк, срывающимся голосом воскликнул. «Мать твою, ты что творишь?» Все дело в том, что Ши Цинсюань коснулся его руки, в которой была зажата стрела, ничем иным как грудью. И, судя по всему, это прикосновение не на шутку напугало Фэн Синя. По Ши Цинсюань уже совершенно нельзя было сказать, какую неприличную шалость он только что совершил. Он лишь взмахнул митил, кои с невозмутимостью неземной красавицы молвил. «Я хотел бы задать вам тот же вопрос. Сказано ведь, что собиратель цветов под кровавым дождем пришел спасти его высочество, а вы стрелой в него тычете. Если уж так хотите подраться, то можете не рассчитывать на поддержку моего превосходительства». Фэн Синь в момент отшатнулся на 108 000 ли, словно больше не решался ни на шаг приблизиться к ней, и оттуда на повышенных тонах проревел. «Не вздумай снова вытворить что-то подобное. Не вздумай». Слышал, всецело уверенный в своей неотразимости, при виде Фэн Синя, который сбежал от него, как от чумы, Ши Цинсюань обиженно возмутился. «Ну все, не буду. Я ведь не пыткам вас подверг. И вообще, что за отношения?» Будто почувствовав себя оскорбленным, он вновь обернулся мужчиной, огляделся и спросил. А где Цаньцу?» Вопрос немного привел Фэн Синя в чувство, он тоже посмотрел по сторонам. Сэлянь, бросив короткое ответил вопросом на вопрос. Он разве не в сети духовного общения? Ши Цинсюань. Нет. После того, как он бросил кости и пошел по верному пути, от него не было ни весточки. Я столько раз спрашивал у него, какое число правильное, но ответа так и не последовало. Раньше Цаньцу всегда очень быстро отвечал на любые вопросы. Даже если к нему обращались младшие духи средних небес, он никогда не откладывал их просьбы в долгий ящик. Поистине странно, Сэлянь со вздохом ответил.
Его высочество Тайхуа отправился на поиски Цзэжуна. Фэн Синь и Ши Цинсюань озадаченно переспросили. Цзэжуна, Сэлянь, все верно, это место, логово Цзэжуна. Ох, в общем Фэн Синь спросил. Постой, почему его высочество Тайхуа отправился в погоню за Цзэжуном? Он разве не тебя собирался догнать? Хуа Чен вмешался, потому. Он преследовал виновника резни на Перу чистого золота, а его высочество наследный принц всего лишь подтер истинному убийце зад. Когда Лан Цаньцу узнал правду, немедля бросился на поиски настоящего преступника, вот и все. Лицо Фэн Синя вмиг посуровило. Настоящего преступника, это правда. Сэлянь почувствовал себя совершенно не в состоянии объяснять все сначала, но и вкратце не мог рассказать так, чтобы стало понятно, поэтому покачал головой и ответил. Все не так просто. Расскажу, когда вернемся. Ши Цинсюань, не зная всех подробностей, обрадованно заявил. Так и знал, что здесь произошло какое-то недоразумение. Мое превосходительство и впрямь может похвастаться необычайной прозорливостью. На этот раз по возвращении вам наконец не придется проводить время в заточении. Фэн Синь согласился. Отлично. Выглядел он при этом так, будто сбросил гору с плеч, тут же убрал лук, да и вообще проявил заметно меньше настороженности, чем минутой ранее. Хуа Чен лишь холодно усмехнулся на это. Сэлянь обратился к Фэн Синю. Можешь себе представить, Цзэжун, это тот самый Цзэжун. Фэн Синь озадаченно спросил. Тот самый Цзэжун, который, тот, кого мы оба знаем. Значит, ты тоже не ожидал, что это правда окажется он. Лицо Фэн Синя вмиг потемнело. Нет, мне не приходилось иметь дела с лазурным демоном лично, я все время считал, что это лишь случайное совпадение имен. Но какой демон в здравом уме станет всюду разгуливать с настоящим именем, написанным на лбу? Он что, больной? Договорив, он тут же припомнил, что Цзэжун и человеком-то был не вполне нормальным, поэтому они с Сэлянем понимающе переглянулись и промолчали. Еще задолго до вознесения их обоих Фэн Синь не питал теплых чувств к Цзэжуну. Цзэжун приходился матери Сэляня, на тот момент, жене государя последней династии Синьлы, племянником, сыном младшей сестры. Он с малых лет воспитывался среди членов правящего дома и целыми днями таскался за Сэлянем. И Фэн Синь, будучи личным охранником принца, разумеется, часто виделся с ним. Цзэжун был очень молод, не понимал простых вещей, никого не слушал, при этом полон безудержной энергии и страсти к радикальным поступкам. А самое скверное, он принадлежал к знатной ветви ближайших родственников правящего государя, поэтому никто не мог позволить себе ударить, отругать или научить его манерам. Нетрудно догадаться, насколько неуправляем он был. И больше всего на свете Цзэжун обожал говорить о его высочестве наследном принце. Только и слышалось: «Мой царственный брат, воплощение совершенства, мой царственный брат то-то и то-то». Кто бы ни относился к Сэлиню хоть капельку непочтительно или же каким-то образом приносил ему малейшие неудобства, Цзэжун непременно сажал обидчика в холщовый мешок и нещадно избивал. В его мыслях не существовало никаких понятий об уважении к старшим или заботе о младших. Однажды Сэлиню лично пришлось спасать из его лап ребенка не старше 10 лет, которого тот избил до кровоподтеков по всему телу, так что от одного взгляда на бедняжку хотелось плакать. Сэлянь искренне жалел Цзэжуна и ко всему прочему считал, что тот относится к нему с такой же искренностью, поэтому никогда не применял по отношению к нему физических наказаний. Да только словесные наставления и ругань не достигали результата, ситуация повторялась снова и снова, причиняя настоящую головную боль. Фэн Синь же, в отличие от терпеливого Сэляня, обладал прямым характером и мог высказаться достаточно резко. Несколько раз он возражал Цзэжуну, не подчинялся его приказам, поэтому и Цзэжун его крайне не взлюбил, постоянно придумывал способы ему досадить, упиваясь своим высокомерием. Но и это не все. Когда Сэлянь вознесся на небеса, Цзэжун совсем испортился, даже если кто-то совершал непреднамеренный проступок, к примеру, сплевывал на землю перед храмом наследного принца, Цзэжун мог затолкать несчастному в рот раскаленный уголь. Чтобы предотвратить чрезмерное бесенство Цзэжуна, Фэн Синю часто приходилось спускаться в мир смертных и улаживать конфликты, что ужасно его вымотывало, и тогда он говорил Сэлиню:
У Цзэжуна с головой не все в порядке, рано или поздно это обернется большими неприятностями. Фэн Синь сказал, если это и правда он, то подобный поступок вовсе не удивителен. Ши Цинсюань полюбопытствовал, что, так вы знакомы с лазурным демоном лично? Сэлянь кивнул, он мой двоюродный младший брат. Ши Цинсюань удивленно посмотрел на принца и, сложив руки на груди, произнес. Потрясающе. Сэлянь согласился. Да уж, он в каком-то смысле способен потрясти. Ши Цинсюань. Да я ведь не о нем говорю, а о вас, ваше высочество. Посудите сами. Боги войны Юго-Востока и Юго-Запада, ваши давние знакомые. Восточный бог войны, ваш ученик. Лазурный фонарь в ночи, ваш младший брат. Собиратель цветов под кровавым дождем, практически названный брат вам, а я, повелитель ветров, ваш друг. Это ли не потрясающе? Сэлянь мягко улыбнулся и подумал, что повелитель ветров и правда по характеру похож на ветер, стоит ему появиться, и все печали улетучиваются, будто мгла от дуновения ветерка. Однако фраза «собиратель цветов под кровавым дождем», практически названный брат вам, кажется, не получила одобрения ни у Хуачена, ни у Фэн Синя. Хуачен приподнял бровь, а Фэн Синь нахмурился. Помолчав немного, Фэн Синь обратился к Сэлиню. «Если ты здесь закончил, лучше поторопись вернуться в столицу бессмертных. Только что ты наделал шуму, и остальные небожители ни сном ни духом о том, что случилось на самом деле, наверху все ждут объяснений. Владыке тоже следует доложить, что же все-таки произошло. Ты должен дать всем ответ». Хуачен, услышав его слова, рассмеялся. Фэн Синь огрызнулся. «Что смешного?» Хуачен произнес. «Я все думал, что хоть ты блеснешь прямотой. А оказалось, тоже любитель говорить полунамеками. Ты ведь имел в виду, что не пристало его высочеству наследному принцу путаться с нечистью, подобной мне. Чего же не решился сказать прямо? Побоялся, что по статусу не дотягиваешь до подобных заявлений». Сэлянь мягко кашлянул. Сань Лан Фэн Синь ответил ледяным тоном. Ему вообще не следует путаться ни с какой нечистью. Хорошо, что ты сам это понимаешь. На эту фразу Хуачен никакого мнения не выразил. Но тут спокойно вмешался Сэлянь, мягко сказав Фэн Синю. Я непременно дам ответы на все вопросы. Но здесь пока остается неоконченное дело. Цзэжун прятал в своем логове больше 300 человек, чтобы сожрать их. Благодаря неоценимой помощи Сань Лана все эти люди были спасены. И теперь остались только мелкие демоны, с которыми необходимо разобраться. Как только я закончу с этим, немедленно вернусь на небеса. Фэн Синь ответил, лучше не тяни с возвращением. Предоставь зачистку мне. Хуачен кивнул. Судя по тому, как работают чиновники верхних небес, зачистка будет завершена примерно в следующем месяце. Фэн Синь бросил. По твоим словам выходит, будто ты способен разобраться с ними в мгновение ока. Между демоном и небожителем наметилось настоящее противоборство. Ши Цинсюань взглядом спросил Сэляня. Они что-то не поделили в прошлом. Лянь в ответ покачал головой. Но так и не успел развернуть разговор в другое русло, на его глазах Хуачен неизвестно откуда материализовал в руках зонт. Красный, словно листья клена, в яркости способные сравниться с огнем. Хуачен взял зонт одной рукой, накрывая им себя и Сэляня. Лица обоих атыняло ярко-алым сиянием. Должно быть, это и был тот самый зонт, который защитил их от кровавого дождя в лесу подвешенных на горе Юйцзюнь. Однако сейчас дождя не наблюдалось, и Сэлянь ощутил невольное недоумение. «Сань Лан, для чего ты раскрыл зонт?» Хуачен повернулся к нему, передвинул зонт поближе к принцу и с милейшей улыбкой ответил. «Подожди, скоро погода испортится». Как только он это сказал, сверху хлынул настоящий проливной дождь. Ливень зашумел непрерывным шелестом, столь внезапно, что Сэлянь озадаченно замер. Однако на него не попало ни капли, ведь он стоял под зонтом Хуачена. Зато Фэн Синь, который находился прямо напротив них, совершенно не был готов к случившемуся, и потому дождь промочил его с ног до головы. Но и на этом невезение Фэн Синя не заканчивалось. Дождь оказался кровавым, и теперь Фэн Синь с виду превратился в кроваво-красную человеческую фигуру, на которой белым блестели лишь широко распахнутые глаза.
Ши Цинсюань же, успевший укрыться под сводом горного тоннеля, также не пострадал, и теперь лишь вытаращил глаза и открыл рот от удивления, забыв даже взмахнуть своей метелкой. Кровавый дождь закончился так же быстро, как и начался, вскоре вокруг снова воцарилась тишина. Фэн Синь с огромным трудом пришел в себя и попытался протереть лицо, однако оно так и осталось ужасающе кровавым, без признака улучшений. Сэлянь проговорил. Это Хуа Чен убрал зонт и рассмеялся. В мгновение ока, что скажешь? С такими словами он неторопливо сделал всего несколько шагов, однако оказался уже довольно далеко от них. Сэлянь как раз капушился в рукавах в поисках какой-нибудь тряпицы, а Ши Цинсюань выщипнул из метелки несколько белых волос и протянул погрузившемуся в молчание Фэн Синю. Однако стоило Хуа Чену уйти, как Сэлянь тут же почувствовал его отсутствие и потому развернулся, в несколько торопливых шагов догнал Хуа Чена и спросил. «Сань Лан, ты возвращаешься в призрачный город?» Хуа Чен обернулся. «Но ведь и тебе нужно вернуться в столицу бессмертных», полушутя, он добавил. «Впрочем, если хочешь отправиться в призрачный город вместе со мной, я буду только рад твоему визиту». Сэлянь с улыбкой ответил. «В следующий раз». Затем совершенно искренне повторил. «В следующий раз я непременно отправлюсь в призрачный город. И когда ты будешь заново отстраивать дом блаженства, я буду подавать кирпичи». Подавать кирпичи не потребуется, можешь просто сидеть и наблюдать. Тон Сэляня сделался серьезным. Как бы то ни было, за помощь в деле с Цаньцу я должен тебя поблагодарить. Помедлив, он добавил, не знаю, как было правильнее поступить, но возможно, что сейчас все получилось действительно не так уж плохо. Хуа Чен же беззаботно ответил. Слишком много мыслей. Сэлянь слегка наклонил голову, не до конца понимая. Хуа Чен пояснил, не думай, просто делай, и все. Сказав так, он развернулся и помахал принцу рукой. Совсем скоро фигура в красном бесследно исчезла из поля зрения Сэляня, осталась лишь луна и горный пейзаж.